Друзья, всех приветствую! Поздравляю вас с наступившими праздниками новогодними. Сегодня я хотела бы поделиться с вами своими размышлениями о счастье, в том числе о счастье от праздников. И заодно хочу рассказать вам о новом формате видео на моем видеоканале. В комментариях многие пишут, что мой видеоканал вдохновляет, заставляет поверить в себя и помогает справляться с жизненными трудностями. Поэтому с Нового года свой видеоблог я решила вести несколько в другом формате. Здесь я буду размещать вдохновляющие видео, ведь многие сюда приходят именно за этим. А о том, с какими сложностями я сталкиваюсь здесь, что делаю по дому и по участку, каков мой ежедневный труд для того, чтобы жить в этой вдохновляющей красоте, я буду рассказывать в своем телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь, ссылку на него я оставлю под этим видео. Итак, вернемся к теме счастья. Когда я жила в городе, при наступлении праздников меня накрывала тоска. Тоска потому, что в моей жизни все происходит не так, как бы хотелось. Каждый Новый год для меня был настоящим испытанием. Пьяные соседи, включающие на полную мощность шансон нон-стопом на все праздники, запах сигарет на моем балконе, прилетающий с соседнего балкона, бесконечные петарды, от которых подпрыгиваешь от ужаса, если они разрываются где-то рядом, толпы пьяных на улицах. Приглашения в незнакомую компанию встретить Новый год тоже мало всегда радовали. Мне всегда хотелось встретить Новый год в своем доме, в тихой, уютной атмосфере. И в этом году моя мечта наконец-то сбылась. Друзья, всем доброго утра! Сегодня 31 декабря. И я сейчас вам хочу кое-что показать. Смотрите. Смотрите. Сейчас пойду в сад схожу. Вы просто посмотрите. Просто только посмотрите. Господи, я не могу передать, насколько это красиво. Насколько это фантастично красиво. Боже мой. Господь, спасибо тебе. Боже, как это красиво! Вы посмотрите! Вы только посмотрите! Слушайте, я не знаю, как на видео это все передать, насколько это красиво. Слушайте, я сейчас буду снимать какие-нибудь рилсы, пока этот снег здесь. Я просто в сказке нахожусь. Насколько это фантастично красиво. Это настоящий подарок к Новому году. В этих фантастически красивых пейзажах я сняла для вас вертикальное видео. Зайдите на моем видеоканале, есть раздел с вертикальными видео, и найдите там красивейший заснеженный сад. Я сняла специально для вас вот это вот новогоднее видео.
чтобы передать ту атмосферу, в которой я находилась 31 декабря накануне Нового года, в этом заснеженном, прекраснейшем, сказочном саду. Обязательно посмотрите и поставьте лайк. Я очень старалась. Смотрите. Смотрите. Настоящая сказка. Также хочу вам рассказать, что я приготовила к новогоднему столу. Вот здесь вы видите только часть тех блюд, которые я приготовила. Не успела снять, все было съедено до того, как я достала камеру. Ну, попробую, по крайней мере, вкратце рассказать, что я приготовила. Значит, вот здесь вы видите печеньки имбирные. Я впервые их приготовила и запекала их в русской печи. Также здесь вкуснейший ананас, точнее часть от него, которая осталась. Это я уже снимаю на утро 1 января. Также я запекала индейку в русской печи в фольге, филе индейки точнее, маринованное. Получилось очень вкусно, мясо просто таяло во рту. Также я жарила креветки с чесночком. Очень люблю такие, знаете, простые блюда без килограммов майонеза, которые находятся во всех салатах на новогоднем столе. Ну, такое, знаете, очень простое, но в то же время вкусное, что-то изысканное. Также я из вина, которое безалкогольное, приготовила глинтвейн, сварила. Я добавила туда разных специй для глинтвейна, в том числе апельсинчика, яблочко, меда, и получилось очень-очень вкусно. Ну а накануне праздника у меня, конечно же, была баня. Ну что ж, пробую вторую партию воды вести. Одно ведро у меня 10-литровое, второе 5-литровое. Слушайте, я бы за раз вот эти 2 ведра по-любому не дотащила бы. Ну а волокуши просто. Я не нарадуюсь, насколько полезная вещь в хозяйстве. Вот сейчас будет здесь горочка небольшая. Видите, они даже с горки съезжают, и вода не расплескивается. Все, везу дальше. А радость-то какая от этих санок. Не могу не показать. На улице 0 градусов. Все деревья в снегу, все замело просто. Вот, смотрите. Вау. Все замело. «31 декабря сейчас. Мне по щиколотку почти сугроб. Везу мусор выкидывать. Вчера убиралась. И заодно в магазин зайду. Так вот, продолжу тему счастья в празднике. Хочу сказать, что праздник — это то, что внутри нас, а не снаружи. А равно как и счастье — это то, что внутри нас, а не снаружи. И даже если у вас есть все атрибуты для счастья, то не факт, что вы по-настоящему испытываете это счастье. Счастливым можно быть, довольствуясь уже тем, что есть, даже если вы физически устали или если у вас есть какие-то сложности. Но тем не менее вы можете быть счастливы. Одно не противоречит другому. То же самое можно сказать и про одиночество. Можно чувствовать себя одиноким в большой, шумной и веселой компании. И также можно чувствовать себя полностью удовлетворенным и счастливым, находясь наедине с самим собой и занимаясь любимым делом, находясь при этом в любимом месте, там, где вы всегда хотите быть, с ощущением, что все на своих местах, что все так, как вы хотите, что все так и должно быть. То есть получается
Праздник, счастье, одиночество — это все наше внутреннее состояние, понимаете? Это состояние внутреннее. И это внутреннее состояние, оно не зависит от внешних атрибутов. Оно зависит от нашего восприятия ситуации. И поэтому не все люди могут понять друг друга. Почему? Потому что каждый видит ситуацию со своей колокольни. Каждый примеряет ситуацию на себя, находясь в том состоянии, в котором он находится. В своих видео я показываю то, что приносит мне счастье и радость. Но не факт, что это может принести счастье и радость другим людям. Поэтому не всем людям понятно мое счастье и моя радость. Но это не страшно, потому что зачем равняться на чье-то чужое счастье? Счастье, оно у каждого свое. И счастье — состояние. Это внутреннее состояние, которое нельзя сделать универсальным для всех. У каждого оно свое. Но главное, что чувствует человек. На самом деле ли он счастлив? Счастлив ли он от того, что у него есть квартира, машина, семья, дети? Понимаете? В общем, я думаю, вот эти мои мысли разделит большинство моих подписчиков и со мной согласятся. Ну, а вам я желаю, чтобы вы нашли свое личное счастье, свою личную радость, уникальную, не похожую на чью-то другую радость, на чье-то чужое счастье. Пусть счастье будет только вашим, и пусть оно обязательно будет настоящим, искренним, целостным, ценностным.